С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Всех вас интересуют вопросы цен. И сегодня я хочу затронуть вопрос цен на технику на вторичном рынке. И немного порассуждать с моей точки зрения, так как я периодически выкупаю технику как на запчасти, так и на перепродажу или для себя. Значит, имеем вводные. Буквально на днях ко мне обратился подписчик. Ранее он консультировался со мной по вопросу покупки гантели. Потом он покупал у меня некоторые запчасти, в частности, там катушку зажигания. Вот. А теперь он уехал на ПМЖ за границу и решил мотоцикл свой продать. Вообще человек обратился конкретно с вопросом, куда мотоцикл можно поставить на комиссию. Конкретно в Москве или в Питере, знаю ли я какие-нибудь хорошие компании. Я как раз приобрел бы себе по адекватной цене такой мотоцикл поездить на сезон, потому что очень скучаю без гантели. 4 сезона я на гантелях на 2 отъездил, безумно ими доволен, это прям мой мотоцикл, я прям просто очень счастлив, что я его нашел и очень себе хочу еще, но хочу рестайлинг, хочу свежий. Запросил подробности. К1600 GT, 2019 год, пробег 42 тысячи, 3 владельца, просят за него 1 700 000. 1 700 000. Так подумал, прикинул, ну, что делать? 19 год, интересно. Денег сейчас они, конечно, стоят, ну, что поделать. Начал разбираться. 5 записей в ПТС. Первый салон. Дальше первый владелец 2 записи, вторая запись изменение цвета. Вопрос, зачем красили новый мотоцикл? Из черного в белый якобы. Ну окей. Ну как бы получается, что я, во-первых, буду последним в ПТСе, и когда я буду его продавать, это вызовет вопросы, ну как бы мотик свежий. Вот. Плюсом есть ДТП в базе. И ДТП есть у последнего владельца буквально в августе прошлого года. Со слов ему буквально чуть-чуть притерли сзади пластик. Вот. Но есть отметка о ДТП. Это осложнит его продажу в дальнейшем и, соответственно, снизит его стоимость. Вот. По базе прям у мотоцикла вся задняя часть повреждена. И как ни крути, а с этим придется мириться. Есть еще один нюанс. Мотоцикл находится в Сочи. То есть плюсуем сразу билет на самолет, проживание как минимум 1 ночь там. И я думаю, что еще 2 ночи где-то в гостиницах, плюс питание, плюс затраченное время. Все эти манипуляции я оцениваю 1100 рублей как минимум, при условии, что родители этого человека, которые имеют доверенность на продажу мотоцикла, они находятся в Питере, и они тоже полетят в Сочи для того, чтобы его продавать. То есть получится, что надо еще подстраиваться под этих родителей. Все не так получается просто. Далее начинаю изучать рынок. Нахожу аналогичный мотоцикл. Продается в Туле. Просят 1 800 000. Год выпуска такой же, пробег на 7000 меньше, то есть 35. 2 владельца. Но человек прям клянется, божится, что никаких ДТПшек, ни одной крашеной детали, краска родная. В общем, все прям идеально. Ну, как бы интересно. Получается, что 1 800 000 без нюансов, 2 часа ехать и никаких проблем. Плюс человек еще говорит, что у него заказ наряда на 80 000 рублей на ТО, который он только-только сделал, свежая резина и никаких проблем. В Сочи мотоцикл со словами «я за 18 000 километров поменял только 1 раз масло и катушку». Рассчитывал на гарантию, которая действует типа еще год. Но когда катушка умерла, дилеры сказали: извини, мы как бы тебе все починим, но запчастей нет. В итоге он катушку заказывал у нас. Ну, как бы такая себе гарантия, честно говоря. Лучше бы он что-нибудь обслуживал. Также есть в Москве 2017 год с пробегом 42, с таким же за 1 550 000, что по сути является таким же мотоциклом. И, в общем-то, по описанию тоже хорошо. Я, конечно, не ездил, не смотрел, но почему-то мне кажется, что что-то из них живое по-любому окажется.
Ну, значит, прикидываю математику. Значит, лететь в Сочи, тратить 3 дня времени, по крайней мере, смотреть кота в мешке. Мотоцикл стоит 8 месяцев, никуда не ездил. То есть это может быть и аккумулятор придется менять, может быть масло там на месте придется менять. Ну, то есть что-то придется делать, чтобы на нем без геморроя доехать. Вот. Плюсом можно прокататься в холостую. Этот риск я тоже закладываю. Блин, ну, деваться тут некуда. Может оказаться хлам. Я сам этот мотоцикл не видел. Обслуживание мотоцикла для нормальной эксплуатации я оцениваю в 100 сходу. Потому что с ним довольно давно ничего не делали. И получается, что скорее всего там будет под замену и резина, и все жидкости, и все остальное. Плюсом он стоял. И пофигу, что я это могу сделать сам, я все равно потрачу кучу денег на запчасти, и все равно я понимаю, что мое время стоит денег, и вместо того, чтобы продать свое время задорого, я буду тратить его на обслуживание мотоцикла, пусть даже для того, чтобы ездить самому. Свое время для себя я ценю всегда. И вам тоже рекомендую. То есть, когда ты делаешь что-то для себя, твое время никогда не бывает бесплатным. В общем, исходя из рынка, я понимаю, что реально продать этот мотоцикл в Москве можно будет за 1,5 миллиона рублей. Прикидываю, ну, должно же быть хоть как-то интересно. И понимаю, что если как бы забирать его, то более-менее реальным, максимально адекватным для человека и для меня будет ценник в 1 300 000. Вот. При том, что его сейчас можно продать там в Москве, допустим, за 1,5 миллиона, а через пару месяцев, когда сезон уже начнет заканчиваться и спрос упадет, можно будет продать за 1,4 миллиона. С этими всеми нюансами это его красная цена в базарный день. Продавать можно за сколько угодно, а вот продать совершенно не факт. То есть такой вариант продавать можно годами. В общем, думал. В итоге предложил человеку 1,3 миллиона. Человек полдня, видимо, с собой пытался договориться, но в итоге сказал, что дешевле 1 550 000 он с ним расстаться не готов. Вот. А дальше, внимание, будет отправлять мотоцикл в Москву или Питер для того, чтобы поставить его там на комиссию. Вот. Упомянул один мотосалон, сказал, что он хочет 10% от цены. Спросил, не знаю ли я мотосалонов, где меньше комиссия. Я сказал ему, что, друг мой, скорее всего, там, где комиссия меньше, ты просто потом не найдешь ни денег, ни мотоцикла. Вот. Надо понимать, что бесплатно никто работать не хочет, и надо понимать, что простоять он там может до следующей весны вообще в легкую. Вот. Особенно, если ты нереальный ценник заломишь. В общем и целом, я пожелал ему удачи в продаже, потому что, как я считаю, предложил ему самый простой и безгеморный вариант. Так как у меня уже было 2 гантели, кто не знает, последние 4 сезона ездил только на К-1600. Вот. Оба мотоцикла я был вынужден продать практически за бесценок, потому что в тот момент, когда мне было надо их продать, никому они, в общем-то, были не нужны. Я прекрасно знаю, как они продаются, прекрасно знаю, какой контингент на этом рынке. Очень многие почему-то мотоциклы бэушные ищут в трейдине, как бы почему-то считая, что там они получат какие-то гарантии, хотя на самом деле это не так. Ну, как бы окей, я бы с этим поспорил, ну ладно. Ну, в целом, в общем-то, я считаю нормальным, что мотоцикл, когда человек покупает больше, чем за 1 миллион рублей, наверняка у него есть более важные дела, чем ездить по частникам и что-то выбирать. Вполне вероятно, что он занят зарабатыванием денег. И, как бы, скорее всего, зарабатывает такой человек нормально. В моем понимании, человек, который владеет мотоциклом за 1 миллион рублей и выше, ну вот, если мы берем 1 миллион рублей, то, ну, на мой взгляд, такой человек должен хотя бы 300 в месяц зарабатывать. Вот, то есть, когда люди покупают этот мотоцикл на последние деньги и им не на что его обслуживать, ну, на мой взгляд, ребята, это откровенный зашквар. Вот, то есть, тем более старый. Вот. Хотя обычно люди, у которых есть деньги, они умеют их считать и покупают мотоциклы новые или почти новые. Вот. Чего я вам на самом деле желаю. Пожелания к тем, кто ищет сейчас дешевую технику. Таких сейчас появилось много. Ну, собственно, как всегда, моя любимая фраза «думайте головой». Новая гантеля сейчас реально стоит
3 миллиона, ну 3 200. Если мы смотрим 22 год, 23 может сейчас 3 500 уже, но реально там 22 год новую без пробега можно купить, сейчас привезенную из Германии, за 3 200. Вот, собственно, ну вот это более-менее реальная цена. Когда вам впаривают 2012 год там с пробегом под сотню за миллионы выше, ну, на мой взгляд, надо быть больным человеком, чтобы отдать такие деньги за такой мотоцикл. Ему красная цена 600, но если его прям очень хорошо обслуживали, есть подтверждение, заказ наряды, если там менялись шаровые, а к сотке может уже второй раз быть, надо поменять. Как минимум один раз тормозные диски по кругу, то есть, ну там, я не знаю, как минимум один раз пыльник кардана, там с обслуживанием кардана. Вот. Причем к сотке уже сам кардан разваливается у многих. То есть надо очень внимательно изучать обслуживание, и это только верхушка айсберга. К сотке уже ГРМ должен быть поменен. То есть в нее должно быть вложено куча денег. Вот только в таком случае за такой мотоцикл можно дать не 600, а может быть 800. Вот. Поэтому, ну, смотрите на вещи реальные и не покупайте старый хлам задорого, вы потом запаритесь от него избавляться. Вот, поэтому, когда из мотоцикла уже выжили все основные соки, дальше там ловить особо нечего, к сожалению. С удовольствием почитаю в комментариях вашу версию, как бы вы рассуждали на моем месте. Может быть, у вас какая-то другая математика расчетов. Вот. Но я лично считаю адекватным расчет вот такой. Причем это расчет не с точки зрения перекупа, а просто с точки зрения, чтобы покататься и продать, сильно не потеряв. То есть просто, ну, такая некая аккуратная инвестиция, чтобы просто вернуть свое. Как бы я это вижу так. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Буду рад увидеть любые ваши реакции в комментариях, лайки, дизлайки. Всем пока!